Петя шел по тропинке несколько километров. Там был источник, но это знал только он, а чужаку родник никогда не найти. Спустившись с горки, парень наткнулся на рысь, лежащую прямо поперек тропы. Лесная кошка была мертва, а неподалеку от ее тела раздавалось жалобное мяуканье. Шагнув на звуки и раздвинув заросли, он увидел в траве маленького рысенка. Судя по размерам, ему было чуть больше месяца, совсем еще малыш. Кто-то подстрелил его мать, но ей все-таки удалось скрыться, и она успела унести малыша от места расправы и спрятаться в траве. «Как же так? Да разве можно убивать такую красоту?» – проговаривал вслух Петя. Ему было так жалко убитую рысь, но и осиротевшего детеныша ему было жалко не меньше, ведь он сам был сиротой и прекрасно знал, как это расти без матери. Парень подхватил на руки рысенка и понес его в свою избушку. Не бросать же малыша на произвол судьбы. В избушке он накормил рысенка и постелил ему место. «Как же тебя назвать?» – вслух рассуждал Петя. Он перебрал много имен, которые пришли ему на ум, но ничего толкового так и не придумал. Потом он сказал «Барсик». Рысенок с интересом посмотрел на парня. «Но значит, так тому и быть». Рысенок, пригревшись на теплом одеяле, вздрагивал во сне. Наверное, ему снилась мать, потому что он громко причмокивал, как будто пил теплое молоко. Так и стали жить в лесной избушке Петя и Барсик. Так прошло время, рысенок вырос и стал совсем взрослым. Он превратился в красивого и грациозного зверя. Как-то после очередного похода в лес парень вернулся домой один. Барсик встретил в лесу подругу и решил остаться с ней. Инстинкт пересилил его любовь к человеку. Петя очень сильно переживал по этому поводу. Он прекрасно понимал, что рысь дикое животное и она лучше чувствует себя на свободе. «Даже у Барсика теперь есть семья, а я все один», – подумал Петя. Так прошло еще пару лет. Он часто ходил в лес, но своего Барсика с тех пор больше не видел. Как-то в один день Петя увидел, как из леса на поляну прямо к его дому вышла рысь. «Барсик, ты вернулся?» С криком парень выскочил на крыльцо. Вслед за дикой кошкой из чащи вышла молодая девушка с корзинкой. Глаза у нее были перепуганные, она тяжело дышала, видимо, совсем выбилась из сил. Увидев живого человека, она заплакала и опустилась на колени. Выяснилось, что девушка заблудилась в лесу и долго не могла выбраться из чащи, пока не встретила дикую кошку. Рысь не торопилась уходить от нее, она как будто пыталась показать ей дорогу. Незнакомка интуитивно пошла за диким животным и наконец-то вышла к домику Петра. «Как же вы не испугались дикого животного? Рысь-кошка очень опасная, но только не это. Я ее вырастил с маленького котенка, поэтому он относится к людям дружелюбно, особенно к таким симпатичным, как вы». Петя погладил Барсика по голове, и тот убежал в лес. Петр с Ириной, так звали девушку, больше никогда не расставались. Они создали крепкую и дружную семью. Получилось, что рысенок сам выбрал невесту своему другу и соединил их вместе навсегда. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.